Всем привет! Сегодня у нас расклад, о чем он боится тебе рассказать. И прежде чем начать, конечно же, приглашаю всех в проживание арканов, в манифест, в эзотерическую библиотеку, в которой более 900 книг и аудиокниг, в марафоны, в точечное обучение по колодам, это на уровне проживания арканов, и, конечно же, в магический чат. В закрытые расклады тоже приглашаю, они более глубокие, более, как говорится, объемные и так далее. Поэтому, если вы готовы сделать себе подарок, если вы его, как говорится, хотите, то добро пожаловать. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Итак, я думаю, что давайте начнем наш расклад. Единички. Первые две карты сигнификация, остальные парно читаем. Что сейчас между вами? Между вами, знаешь, баланс странный сейчас. Ты в позиции такой женщины, которая привыкла требовать, видеть результаты, чувствовать за собой вес. То есть ты планку держишь и сама по себе воспроизводишь ощущение силы и ценности. Его тянет к тебе вот именно этим. С тобой рядом он чувствует, что имеет дело с достойной женщиной, но надо держать уровень. Иначе у вас будет ты мамочка, а он сыночек. И у него внутри накапливается ощущение давления. Он как будто вот стоит в состоянии постоянной обороны. Доказывать нужно ему постоянно, что он не хуже, что он способен. Знаешь, как будто вот каждый шаг рядом с тобой — это экзамен. В итоге, вместо того, чтобы легкость чувствовать, там, радость в отношениях, он просто постепенно устает. Потому что привычный формат между вами стал похож на соревнование. И вот в этой точке сейчас блок. Ты ждешь от него вовлеченности, а он тратит силы не на инициативу, а на то, чтобы выстоять рядом с тобой. Внешне он кажется, там, что там все на месте у вас, все хорошо, общение, какие-то попытки двигаться вперед. Но на внутреннем уровне складывается ощущение, что вот контакт держится больше на принципах и амбициях, чем на тепле. О чем сказать боится? Ну, знаешь, он боится признаться, что устал от всего вот этого. Что должен все время завоевывать тебя, там, внимание, твое расположение. Он правда устал. Внутри у него есть, знаешь, выгорание. Ему тяжело все время быть в тонусе, чтобы там тебя впечатлять, соответствовать тебе, доказывать, что он достоин. Он боится сказать тебе, что поймал себя на мыслях, что а вдруг он пытается выиграть бой, который никогда не закончится. Он гордый, и он не может показать слабость, поэтому он скрывает простое человеческое чувство, вот это истощение. Он боится признаться, что иногда ему хочется просто быть с тобой, вот просто потому что, без вот этой гонки за твое одобрение. Ему страшно, что если он это озвучит, ты увидишь в нем слабака. И кроме того, у него есть ощущение, что результат всех его усилий, он всегда временный. Как бы он ни старался, чего бы он ни делал, это приносит лишь короткое признание от тебя, а потом снова испытание. И вот боится он сказать тебе, что он тишины хочет, а не очередного вот этого доказательства. На его взгляд, такие, как сказать, такие слова, то, что вот он устал, они тебя оттолкнут.
Почему он молчит, как это изменить? Ну, потому что воспринимает откровенность как риск потерять уважение, потому что ты сильная женщина. И для него признать усталость — это не про честность, а про проигрыш. Поэтому он выбирает молчать и все сам тащить, потому что иногда он боится сломать то, что между вами уже сложилось. Чтобы это все сдвинулось хотя бы там чуть-чуть на миллиметрик, тебе нужно сценарий сменить. Вместо вот этого твоего там «веди», «докажи», «побеждай» и так далее, дай ему пространство быть самим собой, без вот этой гонки. Если он увидит, что рядом с тобой можно быть живым человеком, а не вот этим бойцом, то он раскроется. Здесь, знаешь, важно убрать рамку постоянного экзамена. Показать, что твое уважение, оно держится не на героических поступках, а на его обычном присутствии рядом. Ты сама выбираешь, какой формат задать. Если останешься вот в этом «ты должен постоянно там что-то делать, напрягаться ради меня», то он будет молчать и дальше, пока полностью не сгорит и не уйдет к более удобной женщине. Если же ты дашь честный сигнал, что тебе важнее стабильность без гонки вот этой, то его молчание сменится разговором, и именно там ты услышишь то, что он давно скрывает. Но у тебя мужчина рано или поздно, если ты ничего не поменяешь, он уйдет к другой, к более, как сказать, комфортной жизни, к более комфортной женщине. Ну а что ты хотел? Ты думал, я тебя по головке буду гладить и говорить, что он слабак? Нет. Итак, подписывайся обязательно на канал, жмякни на колокольчик, и давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки, простите меня, но те, кто Таро знает, они уже знают, чего он боится рассказать. Ну, я сразу скажу, я не буду хотеть вам нравиться и говорить, что все хорошо, все там суперское. Нет. Тут и десятка мечей, и тройка мечей. Поэтому не будем забегать вперед, что сейчас между вами для сигнификации. Подвешено все. Все у вас зависло. Решений нет, честного разговора нет, но и закрытой истории тоже нет. Ты в эти отношения вкладывалась серьезно. Для тебя это был выбор сердца, большой шаг. Но он этот выбор не удержал. И теперь ты как будто вот на паузе держишься. Понимаешь, что чувство еще есть, но при этом энергия отношений, она ушла в сторону вот этого мучительного ожидания. И это не просто там ожидание звонка или встречи, нет, это ожидание честности. И он сам понимает, что вот повис. Да, он сделал это, да, сейчас дойдем до них. И это ему не дает спокойно двигаться к тебе. И он видит зависание и уже боится твоего вердикта. Сейчас все строится не на доверии и на живом общении, а на внутренних сомнениях. Ты смотришь, ждешь его честности, а он резину тянет, держит тебя вот в этом подвешенном состоянии, потому что сам боится, как сказать, то, что его ожидает. Так о чем он боится рассказать? А вот милые, романтические, розово-сопливые тарологи. Вот скажите, как мне по-другому читать эти две карты в сочетании? Чего он боится сказать, где есть измена и где есть разрушение полное? Да никак. Здесь все без приукрас, я скажу. Он боится признаться тебе, что предал тебя. Предал твое доверие и, как говорится, сделал шаг в левую сторону. Изменил. И это не какие-то там намеки или переписки, это именно про факт, который держит он внутри. Он понимает, что если правду озвучат, это поставит всю жирную точку. Внутри у него вина, но она перемешана с трусостью.
Он больше твоей реакции боится, чем страдает от своего поступка. Для него сказать это вслух — это вот значит увидеть, как рушится то, что он пытался сохранить видимостью. У него нет смелости озвучить это, потому что это все сломает окончательно. Поэтому он молчит, вид делает, что просто есть сложности в отношениях, вместо того, чтобы вслух назвать причины. И это молчание ранит тебя сильнее, чем сама правда, потому что ты чувствуешь подвох вот спиной, как говорится, но он обходит разговор, и вид делает, что проблемы вокруг, а не внутри. Почему молчит, как это изменить, а чего тут говорит? Финального решения боится. Он прекрасно понимает, как только он скажет все напрямую, выбора у тебя станет меньше. И последствия жесткими будут. Пока он молчит, он еще как будто вот в игре. Типа еще есть шанс на твое прощение через недомолвки вот эти. Его молчание — это страх поставить себя в точку, из которой, точнее, нет выхода. Изменить можно все только одним способом — требовать прямоты. Не ждать, что он дозреет, а задавать такие вопросы, которые не оставляют пространства для маневров. Потому что до тех пор, пока ты еще даешь ему возможность обойти углы, он будет продолжать молчать и держать это все под замком, эту тему. Твое преимущество здесь в том, что ты уже чувствуешь это все интуитивно. И тебе не нужен от меня совет вообще никакой. Потому что правду ты уже знаешь. Но тебе нужно обозначить свое. Ты принимаешь только честность. Тогда или он говорит, и все становится ясно, или сам разваливает всю эту историю, показав своим молчанием свою настоящую суть. Карты подсказывают, что, знаешь, он не остановится и не раскроется сам. Его речь заставит твои жесткие вопросы и желание услышать все вот без прикрас. Это будет твое освобождение, не его. У него нет ничего хорошего. Я надеюсь, что это не тебе был расклад. Подпишись на канал, чтобы дождаться своего расклада, и мы перейдем к третьему варианту. Троечки затейницы. Первые две карты — сигнификация, остальное парно читаем. Что сейчас между вами? Ну, знаешь, между вами сейчас отношения, которые он воспринимает не как вот эту легкую связь, да, а как что-то такое серьезное, значимое. Для него это не только эмоции здесь и сейчас, но и вообще образ правильных отношений. Понимаешь? Он видит вас то, чего ему не хватало вот в прошлом. Там поддержку, доверие, ощущение, что рядом с тобой теплая женщина, и при этом можно расти. Поэтому тянет его к тебе не просто по привычке или влечению писюлькиному, а потому что на внутреннем уровне он ощущает, что эта женщина дает мне что-то такое настоящее, то, чего у меня раньше не было. Но сейчас между вами как будто вот два слоя. На поверхности все выглядит ровно, вы контакт держите, может там даже тепленько у вас, но глубже есть вот эта ностальгическая линия. Он все время сравнивает ваши отношения с прошлым, и это влияет на его поведение. Он как будто ищет в тебе подтверждение, что вот эти отношения, они в разы серьезней, там, как сказать, добротней, честней. Понимаешь, чем то, что раньше, конечно, было. И внутри он боится их потерять, хоть и старается это не показывать. В чем боится признаться? Что сам внутри пока не дорос до уровня ответственности, которого ты ждешь. Он, знаешь, он в тебе видит шанс, он в тебе видит подарок судьбы, что-то ценное, но одновременно он чувствует давление такое, а вдруг я ее не потяну.
И именно это он держит в себе. Он боится сказать правду, что вот пока не уверен в своих ресурсах, там, материальных и эмоциональных. И он еще, и он еще не готов признаться, что иногда слишком идеализирует будущее. В его голове вот эта картинка, где вы красивая, яркая семья, у вас достаток, уверенность, планы, куча детей. Но он понимает, пока у него нет полной базы под ногами, он не вытянет все, как обещает самому себе. Он, знаешь, он боится, что если расскажет тебе про вот эти свои сомнения или там нестабильность, ты просто разочаруешься и доверие потеряет он. И вместо честного признания он скрывает это все, стараясь выглядеть сильнее, надежней, чем там чувствует себя на самом деле. Почему молчит, как это изменить, тут понятно. Медлит, затягивает. Он, знаешь, он точно знает, с тобой не может позволить тебе пустых слов, пустых обещаний, лапши не может позволить. Ты сразу почувствуешь, если что-то не сходится. Поэтому он выбирает паузу. Подождать там, пока созреют обстоятельства, пока сил накопит, денег, пока сам внутренне окрепнет. Ему, знаешь, сейчас проще тянуть и со стороны наблюдать, чем сказать, как говорится, в лоб: «Я сомневаюсь, вот в этом есть страх подвести тебя». Изменить как можно? Пространство создать, он будет бояться казаться несовершенным. То есть ты и сама чувствуешь, что он многое в себе держит, но ждешь от него честности. И если ты прямо дашь сигнал, то есть мне важна не твоя идеальная картинка, а твоя правда, то он выйдет из этого молчания. Дай понять, что ты готова слышать не только его уверенность, но и его уязвимость. Скажи ему: «Я понимаю, что все мы там люди, все мы человеки». Тогда он перестанет бояться сказать то, что сейчас прячет, а это его сомнения, его страхи. Тут больше нечего сказать. Обязательно приходи в проживание арканов, ссылка в закрепленном комментарии, и помни, что дедулька всегда с тобой рядом.